Еще в феврале я анонсировал этот ролик. Тогда я выбирал себе новый нож, и подписчики соцсетей, думаю, давно знают об этом. И сейчас я расскажу о своем опыте использования суперлегкого ножа Fox Suru. На ютубе незаслуженно мало роликов о подобных ножах, несмотря на то, что ножи очень интересные и своеобразные. Этот нож давно не новинка, еще в 2018 году он получил премию «Лучший нож» по версии одного известного ножевого журнала. Но сперва я попробую оправдаться за свой выбор. Как вы знаете, на протяжении нескольких лет моим основным ножом был ZT дизайна Сенкевича. Этот нож, в общем, меня всем устраивает, но за годы использования уже поднадоел, и в нем был еще один минус – это спуски. А мне хотелось чего-то более резучего, со спусками от обуха, компактного, легкого и обязательно в порошковой стали. Потому что по порошковым сталям надо набирать опыт эксплуатации, чтобы можно было их сравнивать и вам когда-нибудь об этом рассказать. Ножи компании Fox не сильно распространены на рынке, и варианта пощупать перед покупкой особо не было. Да и я человек, у которого в общем-то есть чем резать, и уже давно покупаю ножи по принципу «ух ты, какой странный, надо купить». По этой причине дизайн ножа был очень важным элементом. Создатель внешнего вида ножа Джеспер Воксне, о чем говорит специальная надпись на клинке. И тут есть о чем рассказать, ведь именно внешний вид этого ножа доставил мне большую часть удовольствия. Но начнем с упаковки. Этот крохотный нож поставляется в большом пластиковом аквариуме, у которого даже есть ножки в комплекте. Такого я не ожидал. Шикарное решение, которое не добавляет резучести ножу, но дает вау-эффект при распаковке. Дизайн Воксена хорошо узнается. Это короткий широкий клинок с отверстием авторской формы и спусками от обуха. Ножи этого дизайна присутствуют у многих производителей, но в таком исполнении их делает только Fox. Рукоять ножа выполнена полностью из карбона. Это сомнительное решение, на мой взгляд, которое не добавляет надежности замку и ножу в целом. Такое решение однозначно сделано в угоду дизайна. Карбон, примененный здесь, очень своеобразный, имеет куда большую шероховатость, чем любые другие карбоновые рукояти ножей, которые мне попадались. Также рукоять имеет множество отверстий, как будто пузырьков. Это решение создает еще большую воздушность и легкость ножа. Все болтики и клипса ножа выполнены из титана и анодированы в приятный голубой цвет. Еще бы спейсер сделали бы из титана, а не из карбона, и было бы супер. Чем больше смотришь на нож, тем сильнее он тебе нравится. Но за всеми этими дизайнерскими штуками лежат серьезные компромиссы в качестве реза и надежности ножа. Первая проблема с ножом случилась буквально на второй день. Оказалось, что титановая клипса, которая очень гармонично вписана в дизайн, попросту плохо прикручена и имеет обыкновение разбалтываться. Болтики закручиваются не в сам карбон, а в специальную плашку под ним. Поэтому фиксатор резьбы нужно наносить не на центральную часть болта, а на самый край. То есть проблема решается очень просто, если вы хотите ее решить. Осевой механизм снабжен керамическими подшипниками, которые в теории не боятся воды и обеспечивают лучшее скольжение даже в несмазанном состоянии. Тоже вроде логичное решение, но на практике из-за того, что карбоновый лайнер имеет слабые пружинные свойства, он недостаточно сильно прижимает керамический шариковый фиксатор и клинок в закрытом состоянии. Поэтому при открытии ножа за плавник флиппера не создается достаточного усилия, прежде чем клинок начинает движение. Поэтому четкий и звонкий флип происходит далеко не всегда, и если вы любитель так флиповать, то смазывать подшипники придется. Можно подумать, что это происходит из-за короткого клинка, которому не хватает инерции. Но на младшей модели ножа с алюминиевыми лайнерами флип работает четко и никаких проблем нет. Но это все меркнет перед главной болью этого ножа. Коротенький элегантный клинок со спусками от обуха имеет толщину этого обуха в более чем в 4 мм, что делает из этого ножа фактически зубило.
Я наивно предполагал, что толщина сведения будет в районе 0,6, и благодаря мелкозернистой структуре порошковой стали М390 режущая кромка выполируется в идеальную бридкую геометрию. По факту среднее значение по клинку было в районе 0,8, а на самом носике в 1 мм. И это реальная фиаско. Первоначально с завода клинок был заточен на 23 градуса, и режущая кромка не была отполирована. Я переточил нож практически сразу. За время эксплуатации, а поработал я этим ножом немало, я уменьшил угол до 21,5. Это уже более приемлемое значение для адекватного реза, но сюрпризов было много. Я до этого неоднократно точил ножи из стали М390. Точатся они хорошо, даже приятно при наличии подходящих камней. Сталь вязкая, не склонная к сколам, но на этом клинке уж больно вязкая, и гибкий заусенец убрать на пасти не всегда легко. Не знаю, в чем тут дело, или в закалку не попали, или верхний слой все еще обезуглерожен, но добиться того, чего я хотел при покупке, все еще не могу. В целом нож в работе удобен, компактные габариты позволяют легко и быстро манипулировать руками, не выпуская нож из рук. Важно не забывать, что нож у вас есть, ведь с таким весом и размером его легко потерять в кармане. По удержанию заточки у меня претензий нет, все работает не хуже S35VN. Может быть и лучше, но тут без специальных замеров не разобраться. При большом объеме работы нож, конечно же, наминает руку. Но ждать чего-то другого бессмысленно от такой маленькой и тонкой рукояти. Конечно, вас интересует, можно ли этим ножом открывать консервную банку. Да, можно, и делает он это шедеврально. И, кстати, каких-то жестких замятин и засветов по режущей кромке нет. Конечно, тут короткий клинок с толстым обухом делает свое дело. Сейчас компания Fox выпускает множество ножей с таким дизайном в различной комплектации, и я не смог пройти, не пощупав более доступную модель с алюминиевой рукоятью. Конечно, нож идет в более скромной комплектации, с жутко неудобной клипсой. Болтики разные на сухаре, нет некоторых фасок и скруглений, но есть куда лучший флип. По весу в процентном соотношении ножи отличаются значительно, но в руках это почти не ощущается, ты лишь чувствуешь, как быстро алюминиевая рукоять меняет температуру. Ролик затягивается, а я не рассказал и половины своих впечатлений, поэтому давайте по старой схеме: с вас куча лайков, а я записываю ролик с полной разборкой ножа, его техническими характеристиками, перетачиваю ему спуски, фактически полностью меняю его геометрию, рассказываю почему и зачем, а также делюсь впечатлениями. В конце этого ролика могу сказать, что этот нож доставляет кучу удовольствия, как внешне, так и тактильно. Высокий класс обработки всех деталей тоже доставляет мне удовольствие. Шикарно выполнены скругления на плавнике. Все отверстия в рукояти имеют фаски. Продумана даже фаска в месте, где при открывании скользит палец по рукояти. Ну просто кайф. Но нож к покупке никому не советую. Стоит он дорого, режет плохо. Свое мнение вы, конечно, можете оставить при себе или написать в комментариях. Также не забывайте о ссылках в описании, необходимости подписки на канал и наши группы в соцсетях.